центре Нью-Йорка, в небоскребе, где стеклянные фасады отражали огни мегаполиса, происходило ежегодное собрание совета директоров крупной инвестиционной компании. Миллиардер Джонатан Риверс был уверен в своей власти и привычке держать все под контролем. Он знал каждого сотрудника, каждую деталь бизнеса и считал, что будущее компании полностью в его руках. В самый разгар заседания, когда речь шла о распределении акций и планах на следующий квартал, в зал тихо вошел маленький мальчик. Его звали Лукас Блейк, он едва достиг 10 лет. Никто в комнате не знал, как он оказался здесь. Пальцы мальчика сжали конверт с документами. Его взгляд был спокойным и решительным, несмотря на шумный зал взрослых, привыкших к покорности и страху. Джонатан Риверс сначала даже не заметил его. Все его внимание было на собственных планах, на аплодисментах и поклонах советников. Но когда мальчик поставил конверт на стол миллиардера и сказал, что он наследник компании, в зале наступила пауза. Смех Риверса эхом разнесся по залу. Какой ребенок мог претендовать на его империю? Однако вскоре смех сменился напряжением. Документы, которые Лукас принес, подтверждали, что он был официально признан внуком одного из соучредителей компании и по завещанию старейшины семьи имел право на управление значительной долей акций. Мальчик не выглядел дерзким. Он просто стоял и ждал, пока взрослые осознают реальность. Джонатан почувствовал, как привычный контроль скользит ускользающими пальцами. Никто в его окружении не знал о существовании Лукаса, никто не ожидал, что ребенок станет новым игроком в корпоративной шахматной партии. Советники переглянулись, некоторые побледнели, другие попытались скрыть удивление за улыбкой. За следующие часы офис превратился в эпицентр деловой интриги. Адвокаты проверяли бумаги, нотариусы перепроверяли подписи, а Лукас спокойно наблюдал за реакциями взрослых, словно давно знал, что все произойдет именно так. Джонатан Риверс впервые за долгое время испытал чувство беспомощности и удивления одновременно. Маленький наследник показал, что власть иногда приходит в самых неожиданных формах, а взрослые, привыкшие к доминированию и уверенности, впервые поняли, что не все в их руках. Компания, которой миллиардер управлял десятилетиями, теперь принадлежала будущему, спокойному, решительному и неожиданно юному.